Когда я произносила клятву у алтаря, мои губы дрожали не от любви, а от ужаса, ведь под густой жемчужной фатой скрывалось лицо не той женщины, которую купил себе герцог. Моя сестра сбежала, оставив меня расплачиваться за нее, и теперь я вхожу в поместье самого опасного человека в Англии, зная, если он сорвет мою маску, я не доживу до рассвета. Глава 1. Роковая фата. Солнце только начинало золотить шпили нашего родового поместья, но в доме уже царил хаос, больше похожий на погребальную суету, чем на предсвадебные хлопоты. Я стояла у окна своей скромной комнаты на верхнем этаже и наблюдала, как лакеи суетливо выгружают корзины с белыми лилиями. Эти цветы пахли так приторно-сладко, что у меня кружилась голова. Сегодня моя старшая сестра, красавица Элоиза, должна была стать герцогиней Торнвуд. «Сесилия, живо иди сюда!» Голос отца, графа Уорвика, прозвучал подобно удару бича. Я вздрогнула и поспешила вниз. В спальне сестры я застала жуткую картину. Мать в обмороке на кушетке, а отец, красный от ярости, комкает в кулаке листок надушенной бумаги. Элоизы нигде не было. Ее роскошное свадебное платье, расшитое настоящим речным жемчугом, безжизненно висело на манекене, напоминая призрак. «Она сбежала», — прохрипел отец, глядя на меня безумными глазами. «Сбежала с этим никчемным лейтенантом, оставив нас на растерзание кредиторам. Ты знаешь, кто такой герцог Адриан? Он не просто богат, он опасен. Если он узнает, что его выставили дураком перед всей Англией, он сотрет наш род с лица земли». «Но что мы можем сделать?» — прошептала я, чувствуя, как ледяной холод ползет по позвоночнику. Отец медленно повернулся ко мне. В его взгляде не было ни капли отцовской любви, лишь холодный расчет загнанного в угол зверя. «Ты наденешь это платье, Сесилия. Ты наденешь фату так, чтобы никто не разглядел твое лицо в полумраке церкви. Ты станешь герцогиней вместо нее». «Это безумие!» Я отступила назад, упершись спиной к холодной стене. «Я не похожа на Элоизу, она золото и розы, я лишь серая пыль под ее ногами. Он заметит подмену в первую же секунду». «Не заметит», — отрезал отец, хватая меня за плечо. Герцог Адриан не видел Элоизу больше 3 лет, с тех пор, как вернулся с войны и заперся в своем замке. Он нелюдим, он прячет лицо под черной маской и не выносит яркого света. Ты будешь молчать, ты будешь плакать в платок, ты сделаешь все, чтобы он поверил. У нас нет выбора, Сесилия. Либо ты идешь под венец, либо завтра мы окажемся в долговой тюрьме». Меня потащили к зеркалу. Горничные, верные приказу отца, принялись сдирать с меня мое простое домашнее платье. Мои волосы цвета вороного крыла безжалостно завивали горячими щипцами, пытаясь придать им сходство с золотистыми локонами сестры, которые она всегда так тщательно выставляла на показ. Тонны пудры, румяна, которые жгли кожу. Я смотрела на свое отражение и не узнавала себя. Тяжелый атлас свадебного наряда казался мне железными доспехами, которые тянули меня на дно. «Помни», — шептала мать, придя в себя и поправляя мою тяжелую фату, «отныне ты Элоиза. Забудь свое имя, забудь свои книги и свои тихие прогулки в лесу. Ты выходишь замуж за чудовище, чтобы спасти тех, кто тебя вырастил». Когда меня вели к карете, я едва передвигала ноги. Каждая кочка на дороге отдавалась болью в груди. Я думала о герцоге Адриане, о нем ходили страшные легенды. Говорили, что на войне в Испании взрыв изуродовал его лицо так сильно, что даже родная мать не смогла сдержать крика ужаса. Говорили, что он стал жестоким и не знает пощады. И теперь я, маленькая Сесилия, которая боялась даже громкого окрика, должна была стать его женой. У дверей старой чаплёны, заросшей плющом, пахло сыростью и вечностью. Отец сжал мою руку так крепко, что, наверное, остались синяки. «Не смей дрожать», — прошипел отец. Двери распахнулись. Внутри было почти темно, лишь редкие свечи бросали длинные причудливые тени на каменные плиты. У алтаря стоял мужчина, высокий, широкоплечий, в черном мундире, который сидел на нем идеально. Его голова была опущена, но когда мы подошли ближе, он поднял ее. Половину его лица закрывала литая черная маска, зловеще мерцающая в полумраке.
Мое сердце забилось где-то в горле. В этот момент я поняла, что совершаю самое страшное преступление в своей жизни. Но назад пути не было. Священник начал читать молитву, и его слова падали в тишину, словно камни в глубокий колодец. «Согласны ли вы, Адриан Максимилиан, герцог Торнвуд, взять в жены Элоизу Уорвик?» — раздался голос священника. «Согласен». Его голос был низким, хриплым и вибрирующим, от него по моей коже побежали мурашки. «Согласны ли вы, Элоиза Уорвик?» Я замялась. Секунда тишины показалась вечностью. Я почувствовала на себе пристальный взгляд единственного одного глаза герцога, видимого в прорези маски. Этот взгляд был острым, как лезвие ножа. «Согласна», — едва слышно выдохнула я, предавая саму себя. Когда он надевал кольцо на мой палец, его рука, обтянутая тонкой кожей перчатки, была холодной. В этот миг я стала законной женой человека, который не знал даже моего настоящего имени. Маска герцога наклонилась к моей фате, и я почувствовала запах сандала и горькой полыни. «Теперь вы мои, Элоиза», — прошептал он так тихо, что услышала только я. «И я надеюсь, что вы понимаете, что за ворота Торнвуда выхода нет». Глава 2. Черный замок Торнвуд. Дорога до поместья заняла несколько часов, которые показались мне вечностью. Мы ехали в закрытой карете, и герцог Адриан не проронил ни слова. Он сидел напротив, застыв подобно каменному изваянию, и лишь мерный стук колес о камни нарушал гнетущую тишину. В сумерках его маска казалась частью самой ночи, а единственный видимый глаз — холодным осколком льда. Я окуталась в своё свадебное платье, чувствуя себя жертвенным агнцем, которого везут на алтарь. Когда карета наконец остановилась, я выглянула в окно и содрогнулась. Торнвуд-холл возвышался над обрывом, окружённый колючими зарослями терновника, в честь которого и был назван. Его готические шпили вонзались в свинцовое небо, а редкие огни в окнах напоминали глаза чудовища. «Мы дома, Элоиза», — произнес герцог, подавая мне руку. Его голос в замкнутом пространстве кареты прозвучал еще более глухо. Я вложила свои дрожащие пальцы в его ладонь. Как только мы ступили на порог, тяжелые дубовые двери захлопнулись за нашей спиной с оглушительным грохотом. В холле нас ждала шеренга слуг. Они стояли, низко опустив головы, и я кожей чувствовала их напряженное любопытство. Каждому хотелось взглянуть на новую хозяйку, которая решилась войти в этот дом. «Это миссис Гроув, экономка», — коротко бросил Адриан, указывая на высокую сухопарую женщину в черном чепце. «Она проводит вас в ваши покои. Ужин будет подан через час в малой столовой. Я предпочитаю есть в полумраке. Надеюсь, ваш отец предупредил вас о моих особенностях». «Да, ваша светлость», — прошептала я, стараясь подражать более высокому и капризному тону Элоизы. Миссис Гроув повела меня вверх по широкой лестнице. Стены были увешаны портретами предков Торнвудов, и мне казалось, что их нарисованные глаза следят за каждым моим шагом, порицая за обман. Мои покои оказались роскошными, но холодными. Повсюду были расставлены свечи, но горели лишь 2 на каминной полке. «Его светлость не выносит яркого света», — сухо пояснила экономка, помогая мне расстегнуть бесконечный ряд пуговиц на платье. После ранения его глаза стали слишком чувствительны. «Позвольте дать вам совет, мадам. Не задавайте лишних вопросов и никогда не заходите в западное крыло. Это личные комнаты герцога, и вход туда заказан всем, включая жену». Когда я осталась одна, я подошла к зеркалу и сорвала с головы тяжелую фату. Мое лицо было бледным, а глаза полны страха. «Я Элоиза», — повторила я про себя словно заклинание. Я должна была забыть, как люблю гулять босиком по росе и читать латинских поэтов. Теперь моей главной книгой стала ложь. Столовая была погружена в глубокие тени. На столе горел канделябр всего с 3 свечами, и их пламя дрожало от сквозняка. Адриан уже сидел во главе стола. Он сменил мундир на бархатный халат, но маска все так же закрывала его лицо. «Присаживайтесь», — он указал на стул напротив. «Я заказал ваши любимые блюда. Ваш отец упоминал, что вы обожаете фазанов в брусничном соусе и засахаренные фиалки». Я похолодела. Фиалки обожала Элоиза, я же терпеть не могла их приторный вкус. Но я послушно положила кусочек в рот, стараясь не поморщиться. «Очень вкусно. Благодарю вас», — выдавила я из себя.
«Вы кажетесь другой», — вдруг сказал Адриан, и звук его ножа о тарелку показался мне скрежетом стали. «3 года назад на балу в Лондоне вы без умолку болтали о последних сплетнях и своих поклонниках. Сейчас вы тихи, как мышь. Неужели брак со мной так пугает вас, Элоиза? Или слухи о моем лице лишили вас дара речи?» «Время меняет людей, ваша светлость», — ответила я, стараясь придать голосу твердости. «Война меняет вас, а ожидание изменило меня». Он замер, и на мгновение мне показалось, что он видит меня насквозь. Его единственный глаз изучал мое лицо с пугающей интенсивностью. «Ожидания?» — переспросил он с горькой усмешкой. «Не лгите. Я знаю, что ваш отец буквально заставил вас пойти под венцом, чтобы покрыть свои долги. Вы ненавидите этот дом и этого калеку в маске. Но не бойтесь, я не требую от вас любви. Мне нужна лишь тишина и верность». Он поднялся, его высокая фигура заслонила свет свечей. «Я не навещу вас сегодня ночью, и в последующие тоже. Наш брак — это сделка, и я не намерен навязывать вам свое общество. Располагайтесь в восточном крыле, живите как вам угодно, но помните об уговоре: никаких гостей и никакого западного крыла». Он вышел, оставив меня одну в пустой столовой. Я сидела, сжимая в руках салфетку, и чувствовала странную смесь облегчения и щемящей грусти. Адриан Максимилиан не был похож на того жестокого зверя, о котором шептались в гостинах. В его голосе я услышала не ярость, а глубокую, надломленную усталость. Ночью я долго не могла уснуть. Старый дом жил своей жизнью, стонали балки, за окном завывал ветер, а где-то в глубине коридоров слышались чьи-то шаги. Я вышла на балкон, глядя на темные леса Торнвуда. Внезапно мой взгляд упал на окно в западном крыле. Там, за плотными шторами, метался свет. Чья-то тень, большая и нескладная, то и дело появлялась на ткани. Кто он на самом деле, мой муж, и какую тайну он охраняет так тщательно, что готов был жениться на женщине, которую, как он думал, ненавидит? Я знала одно: моя жизнь в качестве подменной бренницы только началась, и каждый новый день в этом поместье будет битвой за мое разоблачение или за его сердце. Глава 3. Жизнь под чужим именем. Первые дни в Торнвуд-холле слились в бесконечную череду серых часов. Чтобы не выдать себя, я была вынуждена вести образ жизни, который Элоиза сочла бы смертной казнью. Я заперлась в своих покоях, сославшись на мигрень и подавленность от смены обстановки. На самом деле, я судорожно изучала дневники сестры, которые успела прихватить с собой, заучивая имена ее подруг, названия любимых духов и фасоны шляпок. Каждый шорох за дверью заставлял мое сердце ёкать. Я все ждала, что герцог ворвется и скажет, что обман раскрыт. Однако Адриан не появлялся. Он словно забыл о моем существовании, запершись в своем западном крыле. Лишь по вечерам, когда сумерки густели и слуги зажигали редкие светильники в коридорах, я слышала его тяжелые шаги. На 4-й день я не выдержала. Одиночество и гнет лжи душили меня. Я надела простое платье из серого кашемира, набросила на плечи шаль и решила выйти в зад. Утро было туманным, роса еще не сошла с трав, и Торнвуд в этом молочном мареве казался призрачным замком из старых сказок. Я бродила по заброшенным аллеям, пока не наткнулась на небольшую оранжерею в самом дальнем углу парка. Стекла ее были разбиты, а внутри царило буйство дикой зелени, пробивающейся сквозь остатки экзотических цветов. К моему удивлению, в центре этого хаоса я увидела человека. Это был Адриан. На нем не было ни фрака, ни халата, лишь простая белая рубашка с закатанными рукавами. И на нем не было маски. Я вскрикнула и поспешно закрыла рот рукой, но было поздно. Он резко обернулся. Я зажмурилась, ожидая увидеть нечто ужасающее, но когда набралась смелости открыть глаза, сердце мое предательски дрогнуло. Левая сторона его лица была безупречна. Классический профиль аристократа, волевой подбородок и густые темные ресницы. Правая же сторона была испечрена тонкими, белесыми шрамами, тянувшимися от виска к самой челюсти. Его глаз с этой стороны был полуприкрыт, а кожа казалась стянутой. Это не было уродством монстра. Это была карта боли, которую он нес в одиночку. «Вон!»
— рявкнул он, судорожно закрывая лицо ладонью и ища свою маску, которая лежала на скамье. «Кто позволил вам прийти сюда?» «Простите, я не знала», — заикаясь, произнесла я, пятясь к выходу. «Я просто хотела подышать воздухом». «Уходите». Он уже надел маску и теперь надвигался на меня, тяжело дыша. В его единственном глазу горел огонь ярости и стыда. «Вы, Элоиза, всегда славились своим любопытством, но здесь за него наказывают. Я предупреждал вас не искать встреч при свете дня». «Но почему?» — вдруг спросила я, остановившись. В этот миг Сесилия внутри меня победила напуганную Элоизу. «Почему вы так прячетесь? Я видела вас. Вы не чудовище, Адриан. Вы просто ранены». Он замер, словно я ударила его. Его пальцы, сжимавшие маску, побелели. «Ранен? О, вы очень деликатны сегодня. Где же ваши едкие шуточки, которые вы отпускали в Лондоне 3 года назад, когда мой кузен рассказал вам о моем ранении? Вы тогда сказали, что предпочли бы вдовство браку с куском жареного мяса». Я похолодела. «Элоиза, о, моя дорогая сестра, как ты могла быть такой жестокой?» Теперь я понимала, почему он так холоден. Он ждал от меня яда, потому что именно его получал раньше. Те слова, они были сказаны глупой девчонкой, которая ничего не знала о жизни. Тихо произнесла я, подходя на шаг ближе. Люди меняются, когда сталкиваются с настоящим горем. «Горем?» — горько усмехнулся Адриан. «Какое же горе у вас, герцогиня? Слишком тугой корсет или скука в провинции?» Я хотела сказать ему правду, хотела закричать, что я не она, что я никогда не смеялась над его ранами, что я часами плакала над книгами, мечтая о ком-то, кто увидит мою душу. Но я вспомнила лицо отца и свою клятву. «Мое горе в том, что мой муж считает меня врагом», — выдохнула я. Адриан долго молчал, глядя на разбитые стекла оранжереи. Его гнев постепенно уступал место какому-то странному оцепенению. «Вы странно пахнете», — вдруг сказал он, и я почувствовала, как он принюхивается. «Не теми тяжелыми духами с ароматом мускуса, которые вы носили раньше. От вас пахнет лавандой и старыми книгами. Почему?» Я решила сменить аромат. Он кажется мне более подходящим для Торнвуда. Я судорожно соображала, как не выдать себя. «Идемте в дом», — сухо приказал он. «Туман сгущается, вы простудитесь. И запомните, Элоиза, то, что вы увидели сегодня, случайность. Не пытайтесь повторить это». Мы шли к особняку молча, но я чувствовала, что лед между нами дал едва заметную трещину. Адриан не шел впереди, как хозяин, а держался рядом, словно защищая меня от ветра. Когда мы подошли к дверям, он неожиданно остановился и взял меня за руку. Его прикосновение было властным, но на этот раз в нем не было грубости. «Вечером я приду к вам на ужин», — сказал он, — «подготовьтесь. Мы обсудим наши дальнейшие планы. Моя тетка, леди Брэдли, настаивает на визите. Она хочет посмотреть, как сияет моя молодая жена». Мое сердце рухнуло в пятки. Леди Брэдли, она знала Элоизу с самого детства. Это было не просто приглашение, это был смертный приговор моему обману. «Я буду ждать вас», — ответила я, стараясь, чтобы мой голос не дрожал. Зайдя в свою комнату, я без сил опустилась на кровать. Игра становилась слишком опасной. Каждое слово Адриана, каждый его взгляд заставляли меня чувствовать себя последней преступницей. Он начал доверять той, кого считал своей женой, не подозревая, что настоящая Элоиза сейчас, вероятно, смеется в объятиях другого. Я посмотрела на свои руки. Кольцо герцога сидело на пальце плотно, словно оковы. Мне нужно было придумать, как обмануть леди Брэдли или же признаться во всем Адриану до того, как это сделает кто-то другой. Но, глядя в окно на западное крыло, я поняла, я боюсь не тюрьмы и не позора. Я боюсь увидеть разочарование в единственном глазу человека, который начал видеть во мне что-то большее, чем просто красивую куклу. Глава 4. Запретная дверь. Весь день я провела в лихорадочных сборах, хотя мысли мои были далеки от туалетов. Леди Брэдли должна была приехать через неделю, и это время казалось мне отсрочкой перед казнью. Адриан стал чаще выходить из своего кабинета, и хотя он по-прежнему хранил молчание во время наших совместных трапез, я чувствовала на себе его пристальный, изучающий взгляд. После обеда Адриан уехал в город по делам поместья. Воспользовавшись его отсутствием, я решила исследовать дом. Торнвуд-холл был огромен, и многие его комнаты стояли запертыми десятилетиями. Но меня словно магнитом тянуло к западному крылу.
Слова миссис Гроув о запретной двери только разжигали мое любопытство. Сесилия внутри меня всегда была слишком жадной до разгадок. Я прокралась по длинному коридору, где ковры поглощали звук моих шагов. В этой части дома пахло иначе — пылью, старой кожей и чем-то горьким, напоминающим лекарственные травы. В конце коридора я увидела массивную дверь из черного дуба. К моему удивлению, она была приоткрыта. Сердце колотилось в горле, когда я переступила порог. Это была не просто комната, а огромная библиотека, переходящая в мастерскую. Повсюду стояли мольберты, но холсты на них были затянуты плотной серой тканью. На столах лежали чертежи каких-то механизмов и странные маски, отлитые из гипса и металла. Я подошла к самому большому холсту и, помедлив секунду, откинула край ткани. С портрета на меня смотрела женщина невероятной красоты. Ее золотистые волосы каскадом падали на плечи, а в глазах светилась такая жажда жизни, что мне стало не по себе. В углу была подпись «Адриан, 1812 год». Это была его первая невеста, раздался за моей спиной сухой голос миссис Гроув. Я вскрикнула и едва не уронила ткань. Экономка стояла в дверях, сложив руки на фартуке. Ее лицо было непроницаемым, но в глазах мелькнуло что-то похожее на жалость. «Леди Джулианна, она бросила его на следующий день после того, как его привезли из Испании», продолжала женщина, заходя в комнату. Она сказала, что не может засыпать в одной постели с призраком. Его светлость тогда сам занавесил все зеркала в доме и сжег свои кисти. Он был великим художником, мадам, но теперь он видит мир только в серых тонах. «Значит, он прячется не из-за боли, а из-за предательства?» — тихо спросила я, глядя на прекрасное лицо на портрете. «Предательство ранит глубже, чем порох», — ответила миссис Гроув. «А теперь уходите, мадам. Если его светлость узнает, что вы были здесь, его гнев не будет иметь границ». Я вернулась в свои покои в полном смятении. Адриан не был чудовищем, он был человеком, чью душу выжгли дотла, и теперь я, надев личину Иловизы, женщины, которая тоже смеялась над ним, только бередила его раны. Вечером Адриан зашел ко мне перед ужином. Он был в темном сюртуке, маска безупречно сидела на лице. «Вы кажетесь бледной, Элоиза», — заметил он, останавливаясь у камина. «Воздух Торнвуда не идет вам на пользу, или вы тоскуете по лондонским балам?» «Я не тоскую по Лондону, Адриан», — ответила я честно. «Там слишком много фальши. Здесь, по крайней мере, тишина не лжет». Он вскинул головой, и я увидела, как его губы дрогнули в горькой усмешке. Тишина — это единственное, что у меня осталось. Но скоро ей придет конец. Моя тетка привезет с собой половину графства. Вы готовы играть роль счастливой жены? Помните, она очень наблюдательна. Я подошла к нему почти вплотную. От него пахло дождем и старыми книгами, тем самым запахом, который я нашла в его мастерской. «Почему вы это делаете? Зачем вам этот спектакль перед теткой?» Адриан резко схватил меня за локоть и привлек к себе. Его единственный глаз горел темным огнем. «Потому что мир должен верить, что я не сломлем, потому что ваш отец получил свои деньги, а я должен получить свою репутацию. Вы моя броня. Моя красивая, дорогая броня». Его близость кружила голову. Я видела каждую черточку его маски, слышала его прерывистое дыхание. В этот миг мне больше всего на свете хотелось сорвать эту маску и прижаться к его израненной щеке, сказав, что мне все равно, как он выглядит. Но я была Сесилией, запертой в теле Элоизы, и моя ложь была стеной между нами. «Я не подведу вас», — прошептала я. «Посмотрим». Он отпустил мою руку и направился к выходу. «Завтра приедет модиостка. Закажите самые дорогие платья. Торнвуды не экономят на своих приобретениях». Когда дверь закрылась, я подошла к зеркалу. Я видела в нем чужое лицо, накрашенное, напудренное, обрамленное чужими волосами. «Ты его броня», — повторила я слова Адриана. «Но кто защитит его, когда эта броня рассыплется в прах под взглядом леди Брэдли?» Я достала из шкатулки маленькое кольцо моей бабушки, единственную вещь, которую я сохранила от своей настоящей жизни. Оно было простым, с крошечным сапфиром. Я надела его на левую руку под массивное кольцо герцога.
Это была моя маленькая тайна, мой якорь в океане обмана. Этой ночью мне снился Адриан. Он стоял в его мастерской и рисовал мой портрет. Не Элоизы, а меня, с моими темными волосами и веснушками на носу. Он улыбался, и на его лице не было ни маски, ни шрамов. Я проснулась в слезах, понимая, что влюбляюсь в человека, который ненавидит женщину, чью роль я играю, и эта истина была страшнее любого уродства. Глава 5. Первый бал. День приезда леди Брэдли начался с проливного дождя, который барабанил по стеклам, словно предупреждая о беде. Поместье Торнвуд преобразилось. Слуги в напудренных париках сновали по залам, расчехляя мебель и зажигая сотни свечей. Адриан был мрачнее тучи. Он ненавидел шум, но традиции обязывали его представить новую жену Свету. Я стояла перед зеркалом, пока модистка затягивала на мне платье из тяжелого изумрудного атласа. Этот цвет выгодно подчеркивал бледность моей кожи, но я видела в отражении лишь испуганную девочку, скрытую под слоями роскоши. «Вы прекрасны, мадам», — прошептала горничная, закалывая мне в волосы бриллиантовую тиару Торнвудов. «Истинная герцогиня». Если бы она знала, как жжет мне лоб эта тиара. Когда я спустилась в холл, гости уже начали прибывать. Воздух наполнился шелестом вееров, смехом и тем самым ядовитым шепотом, который я так хорошо помнила по Лондону. В центре зала стояла высокая величественная дама в фиолетовом бархате, леди Брэдли. «А вот и наша загадочная невеста», — провозгласила она, вскидывая лорнет. Адриан подошел ко мне и собственническим жестом положил мою руку на свой локоть. Его маска сегодня казалась особенно зловещей в ярком свете люстр. «Тетушка, позвольте представить вам мою жену, Элоизу», — произнес он ровным холодным голосом. Леди Брэдли подошла вплотную. Ее глаза, острые, как у ястреба, впились в мое лицо. Я почувствовала, как по спине пробежал холодок. «Элоиза, дорогая», — протянула она, и в ее голосе послышались нотки сомнения. «Как странно, ты словно уменьшилась. И где же твой знаменитый смех, от которого дрожали люстры в Олмстед-хаусе?» «Я повзрослела, леди Брэдли», — ответила я, стараясь говорить низким грудным голосом сестры. «Замужество и уединение настраивают на более серьезный лад». «Неужели?» — тетка прищурилась. «А твои глаза? Я помню их ярко-голубыми, как летнее небо. Сейчас же они кажутся темными, почти карими». «Это свет свечей, тетушка», — вмешался Адриан, и я почувствовала, как он напрягся. «Или, возможно, вы просто давно не видели мою жену при дневном свете». Весь вечер я кружилась в этом кошмаре. Мне приходилось кивать дамам, которых я видела впервые, и отвечать на вопросы о людях, чьи имена я не знала. Я видела, как Адриан внимательно наблюдает за мной. Он защищал меня, парировал острые вопросы тетки, но в его взгляде, когда он смотрел на меня, появилось нечто новое, с подозрением. В середине бала, когда оркестр заиграл вальс, ко мне подошла леди София, лучшая подруга Элоизы. Она всегда была остра на язык и славилась своей памятью на детали. «Элоиза!» — воскликнула я, хватая меня за руку. «Расскажи мне, как поживает твой лейтенант Генри. Ты ведь клялась мне перед самой свадьбой, что сбежишь с ним, даже если придется прыгать из окна». Сердце мое пропустило удар. Вокруг нас наступила тишина. Адриан стоял всего в 2 шагах и слышал каждое слово. «Я не понимаю, о чем вы, София», — пролепетала я, лихорадочно соображая. «Какой лейтенант? Это были лишь глупые шутки». «Шутки?» — София расхохоталась. «Ты же сама показывала мне его письма. Помнишь, что с пятном от чернил на гербе?» Я почувствовала, как рука Адриана на моем плече сжалась так сильно, что я едва не вскрикнула. «Леди София!» — голос герцога был подобен треску льда. «Полагаю, вы путаете мою жену с кем-то другим, или же ваша память начала подводить вас от избытка шампанского». Он буквально увлек меня прочь из зала в сторону зимнего сада. Как только мы оказались одни среди тропических растений, он резко развернул меня к себе. «Кто такой Генри?» – прошипел он, сорвав маску в порыве ярости. «И почему ваша подруга говорит о побеге в день нашей свадьбы?» «Адриан, я задыхалась от страха.
«Не лгите мне больше», — он ударил кулаком по мраморной колонне. «Весь этот вечер я смотрю на вас и не узнаю ту женщину, которую женился. Вы не Элоиза. У нее был шрам на левой руке от падения с лошади. Я помню это с нашей последней встречи. Покажите мне вашу руку». Я задрожала, пряча руки за спину, но он был быстрее. Он схватил мою левую кисть и сорвал кружевную перчатку. Шрама не было. На пальце тускло блеснуло мое маленькое сапфировое кольцо, которое я забыла снять. Адриан отпрянул, словно от удара. Его лицо, уродованное шрамами и искаженное болью предательства, было ужасно. «Кто вы?» — его голос сорвался в шепот полный отчаяния. Меня зовут Сесилия». Я упала на колени, обливаясь слезами. «Я ее сестра. Она сбежала. Отец заставил меня. Адриан, умоляю, выслушайте». «Выслушать?» — он горько рассмеялся, и этот смех был страшнее любого крика. «Вы пришли в мой дом под чужим именем. Вы заставили меня поверить, что я могу быть любим даже таким, как я. Вы играли свою роль безупречно, Сесилия. Вы такая же лгунья, как и ваш отец». «Нет», — я вцепилась в полов его фрака, — «я не играла. Когда я была в вашей библиотеке, когда смотрела на ваши картины, я видела вашу душу, Адриан. Элоиза никогда бы не поняла вас, она бы только смеялась над вашими шрамами, а я полюбила их». Он замер, глядя на меня сверху вниз. В его глазу блеснула слеза, которую он тут же смахнул. «Уходите», — тихо произнес он, — «уходите. Завтра утром карета отвезет вас обратно к отцу. Я не выдам вашу тайну свету, чтобы не позорить имя Торнвудов окончательно. Но я не хочу больше видеть ваше лицо». Он развернулся и ушел, оставив меня одну в темноте зимнего сада. Музыка в зале продолжала играть, но для меня она звучала как заупокойное месса. Маски были сброшены, и правда оказалась не спасением, а приговором. По 6. Разоблачение. Ночь прошла в лихорадочных сборах. Я не звала горничных. Своими руками я укладывала в чемодан те немногие вещи, что принадлежали лично мне. Зачитанный том стихов, сапфировое кольцо и сменное платье из серой шерсти. Изумрудный атлас и бриллианты Торнвудов остались лежать на кушетке холодным напоминанием о моей недолгой сказке. Сердце мое выжгало дотла, осталась лишь тупая, ноющая пустота. На рассвете, когда туман еще цеплялся за шпили замка, я спустилась в холл. Карета уже ждала у крыльца. Адриан не вышел проводить меня, и я была ему за это благодарна. Я бы не вынесла его ледяного взгляда еще раз. Но стоило лакею коснуться дверцы кареты, как тишину утра разорвал заливистый, чересчур громкий женский смех. К воротам Торнвуд-холла на взмыленной лошади подкатил наемный экипаж. Из него, путаясь в пыльных юбках, выпорхнула женщина. На ее голове была помятая шляпка с павлиньими перьями, а лицо, когда-то безупречное, теперь казалось припухшим и изможденным. «Сесилия». Элоиза замерла, увидев меня на пороге. «Ты? В этом нелепом дорожном платье? А где же мой замок? Где слуги, падающие ниц перед великой герцогиней?» Я застыла, не в силах вымолвить ни слова. Моя сестра выглядела жалко. Ее любовник-лейтенант, очевидно, оказался не только беден, но и не слишком благороден, раз она вернулась домой в таком виде. «Сесилия, зачем ты здесь?» — наконец выдавила я. «Зачем?» — она вызывающе вскинула подбородок. «Затем, что этот негодяй, Генри, проиграл все мои драгоценности в первой же придорожной таверне. Я вспомнила, что у меня есть законный муж, поместье и права. Папаша написал мне, что ты подменяешь меня, пока я развлекаюсь. Ну что же, сестренка, спасибо за услугу, но теперь королева вернулась. Подвинься». Она грубо оттолкнула меня и вбежала в дом. Я бросилась за ней, охваченная ужасом. Сесилия не знала Адриана. Она не знала о его боли и его маске. Для нее он был лишь мешком с золотом. «Где мой муж-чудовище?» — кричала она, врываясь в столовую. «Адриан, дорогой, ваша истинная супруга соизволила вернуться. Хватит прятаться в темноте. Я готова принять ваши извинения за этот скучный прием».
На верхней площадке лестницы появился Адриан. Он был без маски. Видимо, в своем гневе и разочаровании он перестал заботиться о том, кто увидит его шрамы. Свет утреннего солнца, пробивавшийся через витражное окно, беспощадно осветил его лицо. Сесилия вздохнула, собираясь выдать одну из своих коронных шуток, но вместо этого из ее горла вырвался задушенный крик. Она отшатнулась, закрывая рот ладонью. «Боже мой!» — взвизгнула она. «Это правда? Ты действительно похож на распотрошенное чучело. Отец говорил, что ты ранен, но он не сказал, что ты отвратителен». Тишина, воцарившаяся после ее слов, была страшнее грохота обвала. Адриан застыл, и я видела, как желваки ходили на его лице. Все, чего он боялся, все его кошмары воплотились в этом одном возгласе моей сестры. «Элоиза, замолчи!» Я выбежала вперед, заслоняя Адриана собой, как делала это вчера в зимнем саду. «Ты как смеешь так говорить? Ты, которая бросила свою семью и свою честь ради случайного каприза!» «Уйди, дурнушка!» — огрызнулась сестра. «Он мой муж по закону, и я буду говорить с ним так, как он того заслуживает. Милорд, если вы хотите, чтобы я осталась в этом склепе, вам придется купить мое молчание очень дорогими подарками, и продесу ради святого, наденьте свою жестянку, на вас тошнит смотреть». Адриан медленно спустился на одну ступень. Его взгляд был направлен не на Элоизу, а на меня. В его глазах я увидела странное, мучительное прозрение. «Значит, это и есть та самая золотая роза, о которой мне твердил ваш отец, женщина, чье место вы и Сесилия так слодно заняли?» «Элоиза, она не в себе, она устала с дороги. Я пыталась найти хоть какие-то слова, чтобы смягчить удар, но он жестом заставил меня замолчать». «Убирайтесь», — произнес он, глядя прямо на Элоизу. «Что?» — она захлопала ресницами. «Ты не можешь меня выгнать. Я твоя жена, мы венчаны». «Мы венчаны с женщиной, которая стояла у алтаря и обещала мне верность. И эта женщина не вы. Юридически наш маг — фикция, построенная на обмане вашего отца. Но в этом доме только одна герцогиня Торнвуд. И это та, которая плакала над моими картинами, а не та, которая кричит от ужаса при виде моих ран». Он подошел к ней почти вплотную. Та съежилась под его тяжелым взглядом. «Мистер Граб!» — крикнул он дворецкому. «Выведите эту женщину за ворота, дайте ей денег на обратную дорогу к ее отцу и проследите, чтобы она больше никогда не переступала порог моего поместья». «Ты пожалеешь об этом», — заверещала Элоиза, когда лакеи подхватили ее под руки. «Я всем расскажу, что ты безумец. Весь Лондон будет смеяться над тобой». Когда ее крики стихли за дверью, в холле воцарилась тишина. Я стояла, опустив голову, не смея оглянуться на Адриана. Мой чемодан все еще стоял у двери. Я все еще была обманщицей, хоть и спасенной от немедленного позора. «Элоиза!» — негромко позвал он. Я подняла глаза. Он стоял на последней ступени, и солнечный луч падал на его израненную щеку. Впервые он не пытался отвернуться или прикрыться тенью. «Вы сказали вчера, что полюбили мои шрамы», — произнес он, и в его голосе дрогнула надежда. «Было ли это частью вашей роли, последним аккордом в игре, которую навязал вам отец?» «Нет», — я покачала головой, и слезы снова брызнули из моих глаз. «Я Сесилия, Адриан, и я никогда не хотела быть никем другим, кроме той, кто имеет право касаться вашей руки без перчаток». Он протянул мне руку, его пальцы дрожали. «Тогда... зачем вам чемодан у двери? Герцогиня Торнвуд должна быть в своих покоях. Нам предстоит много работы. Нужно сжечь серую ткань на моих картинах и научиться жить при дневном свете». Я сделала шаг к нему, оставив свое прошлое у порога. Маски были сброшены окончательно, и под ними обнаружилось нечто более прекрасное, чем любая ложь, израненная, но живая и настоящая любовь. Продолжаем. В финальной 7 главе Сесилия и Адриан строят свое счастье на обломках лжи, а поместье Торнвуд наконец-то сбрасывает траурные тени прошлого. Глава 7. Маски сорваны.
Жизнь в Торнвуд-холле изменилась не в одночасье, но с каждым рассветом в доме становилось все больше света. Адриан сдержал свое слово. Первым делом он велел сорвать тяжелые бархатные шторы в большой галерее, и когда солнце впервые за многие годы коснулось потемневшего паркета, пылинки закружились в воздухе, словно маленькие золотые эльфы. Наш брак все еще оставался тайной для света. Для внешнего мира я была Элоизой, внезапно ставшей кроткой и добродетельной, но внутри этих стен я наконец-то обрела свое имя. Адриан называл меня Сесилией, и в его устах это имя звучало прекраснее любой симфонии. Прошел месяц с того дня, как Элоиза с позором покинула поместье. Отец прислал несколько гневных писем, требуя вернуть законную жену на место, но Адриан просто сжигал их, не распечатывая. Он нанял лучших юристов, чтобы тайно переоформить документы. «Я не хочу, чтобы ты жила в тени своей сестры ни секунды дольше», сказал он мне однажды утром, когда мы сидели в той самой заброшенной оранжерии, которую теперь начали восстанавливать. Адриан больше не носил маску, когда мы были одни. Он привык к моему взгляду, в котором он читал не жалость, а бесконечное восхищение. Его шрамы стали для меня символом мужества, картой его выживания в мире, который пытался его сломать. «Посмотри на меня, Сесилия», — попросил он, устанавливая в центре оранжереи новый мольберт. «Я хочу написать твой портрет, но не тот парадный образ герцогини, который ждет Лондон. Я хочу написать женщину, которая спасла мою душу». Я замерла, сложив руки на коленях. На мне было простое платье цвета лаванды, а волосы были распущены по плечам. Адриан работал молча, его рука двигалась уверенно и быстро. Я видела, как к нему возвращается страсть к искусству, та самая искра, которую он пытался потушить в себе долгие годы. Работа заняла несколько недель. Когда он, наконец, развернул холст, я ахнула. С картины на меня смотрела девушка с глубокими, мудрыми глазами. На ее губах играла едва заметная улыбка, а на руке, вместо тяжелых бриллиантов Торнвудов, блестело маленькое сапфировое кольцо моей бабушки. «Это я?» – прошептала я, касаясь кончиками пальцев сухой краски. «Это ты», — ответил Адриан, подходя сзади и обнимая меня за плечи. «Моя подменная невеста, ставшая моей единственной истиной». Вскоре нам пришлось нанести официальный визит в Лондон. Это был риск, но Адриан настоял на нем. Мы вошли в бальный зал Алмака рука об руку. Он был в маске, как того требовал этикет его публичного образа, но держался так гордо, что шепоты затихали сами собой. А я больше не пыталась подражать Элоизе. Я танцевала с грацией Сесилии, говорила тихим голосом Сесилии и смотрела на мужа так, что ни у кого не осталось сомнений, в этом браке царит не сделка, а любовь. Леди Бретли подошла к нам в конце вечера. Она долго смотрела на нас сквозь свой лорнет, а затем внезапно улыбнулась, впервые искренне. «Знаешь, Адриан, я всегда считала, что твой выбор у Алтая был ошибкой, но сегодня я вижу, что ошиблась я. Эта женщина, кем бы она ни была под этой фатой в тот день, она сделала тебя живым». Когда мы вернулись в Торнвуд, зацвел терн. Белые цветы покрыли склоны холмов, словно невеста, сменившая траур на венчальный наряд. Мы стояли на балконе, вдыхая прохладный ночной воздух. «Знаешь», — тихо сказала я, прислонившись головой к плечу мужа, «когда отец заставил меня надеть платье сестры, я думала, что моя жизнь закончилась. Я думала, что иду в темницу к чудовищу». Адриан повернул меня к себе. Его единственный глаз светился нежностью. «А я думал, что покупаю красивую куклу, чтобы заглушить свое одиночество. Мы оба были слепы, Сесилия, но теперь, когда маски сброшены, я вижу мир яснее, чем когда-либо». Он достал из кармана маленькую коробочку. Внутри лежало новое кольцо, изящное сплетение платины и изумрудов, выполненное по его собственному эскизу. «Сесилия Ворвик», — торжественно произнес он, «согласна ли ты стать моей женой еще раз, на этот раз по-настоящему, без лжи, без теней прошлого, под своим собственным именем?» «Согласна», — выдохнула я, и этот ответ был самым частным за всю мою жизнь. Мы обвенчались в маленькой сельской церкви, где не было ни золота, ни тысячи гостей, только мы и древние камни, помнящие вечность. Семья Ворвик получила свои деньги, Элоиза нашла свое сомнительное счастье в Париже, а я нашла свое сердце в холодном замке на обрыве.
Моя история началась с обмана, но закончилась величайшим даром, который только может получить человек — быть любимым таким, каким ты есть на самом деле. Шелковые перчатки и атласные маски были брошены в огонь камина, и в их пламени сгорела старая боль, уступив место новой, чистой и светлой жизни. Торнвуд-холл больше не был черным замком, он стал домом, где смех ребенка вскоре должен был разбудить эхо старых коридоров, а я всегда осталась той, кто сумел разглядеть за маской герцога раненого ангела и научил его снова летать. Конец истории. Дорогие слушатели, если этот рассказ заставил ваше сердце биться чуть чаще и напомнил о чем-то важном в вашей собственной жизни, не забудьте поставить лайк и поделиться этой историей с близкими. Пишите в комментариях, подписывайтесь на канал «Тот самый рассказ», чтобы не пропустить новые истории. До встречи!